Друзья, приветствую вас на канале Rustories, где мы продолжаем изучать русский язык по коротким увлекательным рассказам. Сегодня я прочитаю вам рассказ о том, как радио помогает миллионам японцев вести спортивный образ жизни и оставаться в тонусе даже в почтенном возрасте. Итак, поехали. Радио Тайса – это популярный в Японии тип коротких радио и телепередач, в которых даются инструкции по выполнению физических упражнений, обычно под звуки пианино. Вместе с ведущими главной радиостанции страны NHK радио Тайса можно позаниматься в 6:30 утра, а потом еще трижды в течение дня. По телевизору радиогимнастику транслируют трижды, а с недавнего времени этой зарядкой можно заниматься с помощью YouTube. Радио Тайса практикуют люди любых возрастов, от детей до стариков, в школах и парках, на заводах и в офисах. Радио Тайса включает в себя 3 практики. Дай-ичи – простая группа упражнений, доступная человеку любого возраста, с которой должен быть знаком каждый японец. Вторая и третья практики дай-ни и дай-сан требуют большей физической нагрузки и рассчитаны на людей помоложе. Все они состоят из вращательных движений, взмахов руками, наклонов вперед, сгибаний назад, подтягиваний вверх, прыжков на месте и других аэробных упражнений. Задача этих практик – укрепить мышцы и сделать их более эластичными. С 1999 года существуют упражнения, в том числе для людей, передвигающихся в инвалидных колясках и имеющих другие ограничения подвижности. Выполнять упражнения можно как стоя, так и сидя. Поднимаете руки вверх, разводите в стороны, опускаете вниз, скрещиваете, при этом чуть приседая. Затем снова поднимаете вверх, делаете круговые движения и выполняете поочередно махи руками. Даже если такая нагрузка покажется интенсивной, стоит остановиться и перевести дыхание. Перенапрягаться нельзя. Радио Тайса не требует никакого спортивного оборудования. Для нее не нужно много места. После нее не нужно бежать в душ. Все, что требуется – махать руками. В обычной жизни мы почти не поднимаем руки выше головы. Да и вообще не так много ими двигаем, объясняют исследователи. Но когда все же делаем это, то буквально обновляем организм. Укрепляем мышцы живота, поднимаем внутренние органы, улучшаем осанку и состояние позвоночника. Юкихиде Маруяма, бывший бизнесмен 79 лет, практикующий радио Тайса почти каждый день последние 10 лет, уверен, 3-минутная зарядка – прекрасный способ начать день.
В этих упражнениях нет ничего такого уж сложного. Но после того, как позанимаешься, чувствуешь, что твое тело по-настоящему проснулось. Около 27 миллионов японцев практикуют радио Тайса по крайней мере раз в неделю. Многие японцы считают радио Тайса ключом к долголетию. И, возможно, не без причины. Ведь сегодня средняя продолжительность жизни японских мужчин составляет 81 год. У женщин этот показатель еще выше – 87 лет. Но так было далеко не всегда. 100 лет назад радиогимнастики в Японии еще не существовало, а средняя продолжительность жизни местных жителей составляла всего 42 года. В Америке же как раз в это время компания Metropolitan Life Insurance запустила инициативу по повышению общественного здоровья. В 6 городах США по местным радиостанциям стали транслироваться 15-минутные радиопередачи под аккомпанемент пианино, слушая которые можно было делать зарядку. Узнав об этой кампании, японцы переняли идею радиогимнастики, и в середине 1920-х радио Тайса распространилось по стране. Чтобы популяризировать эту практику, 20 тысяч сотрудников государственной почтовой службы каждое утро демонстрировали на улицах, как правильно заниматься под радио. С тех пор такая гимнастика навсегда стала частью ежедневного радиовещания Японии. Но после Второй мировой войны и до 1951 года радио Тайса была под запретом. Считалось, что эта программа ассоциируется с японским милитаризмом. Сегодня же радио Тайса приобретает все большую популярность по всему миру. На YouTube можно легко найти записи японских упражнений с субтитрами на русском, английском, шведском и фарси. Друзья, если вы знакомы с практиками радио Тайса, напишите свои впечатления в комментариях или просто расскажите, какие упражнения предпочитаете делать вы. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!